Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Проверьте, нажат ли у вас колокольчик и не пропускаете ли вы мои видео. Регулярных моих зрителей, моих дорогих подписчиков. Сердечно вас приветствую, очень вам всем рада. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за то, что пишете комментарии, слова поддержки под моими видео, пишите, как проигрываются расклады. Очень это поддерживает, очень это важно. Спасибо вам большое. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Его чувства, мысли, действия. Или его мысли, чувства, действия на ближайшее время. Загадывайте, пожалуйста, своего мужчину. Расклад, как всегда, будет общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю. Карты я читаю в общем. Но общие расклады у меня на канале работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Верите, не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте, напишите. Услышали что-то, не услышали, если ничего не услышали, тем более напишите. Также настоятельно рекомендую смотреть все мои расклады от начала до конца, потому что очень важная информация идет на протяжении всего расклада. Да, во многих раскладах также смотрим совет от высших сил, что тоже не хотелось бы, чтобы вы пропускали эту важную информацию. Так, настраивайтесь, мужчину представляйте, его мысли, чувства, действия. Ну, давайте начнем. Мужчина. Ой, мужчина скучает, страдает, в негативе. Я не знаю, может быть, вы в разлуке здесь. Что здесь произошло у вас? Переживает очень мужчина. Да, может быть, сейчас один. Думает, что делать, куда двигаться, как действовать, как развиваться. Может быть, думает о переезде. Уже варианты у него есть. Здесь 3, да, каких-то возможных варианта. Но как ему дальше действовать, куда двигаться мужчина? И понимать, что нужно принимать решения, нужно действовать, нужно, да, что-то делать. Но это карта активных действий. То есть он сейчас в негативе, в таком негативе, что не знает, что делать. Решение есть, варианты, нужно что-то менять. Может быть, пока еще к этому он не готов, но придется этим заниматься. Давайте посмотрим. Кто вы для него сейчас? Давайте посмотрим. Кто вы для него сейчас? Ой, вы посмотрите, вы стабильность его. Вы стабильность его, стабильные отношения, семья, возможно, да. Вы то, что хотел бы он иметь в своей жизни стабильно. Вы страсть его. Однозначно он к вам неравнодушен, да, кто вы для него, какая хорошая карта. Женщина, с которой хотел бы создать семью. 5 пентаклей, с которой сейчас не все ладно почему-то. Может быть, у вас сейчас в вашем союзе с деньгами не все ладно. Может быть, вот ситуация внешняя как-то так складывается, да, какие-то переживания. Может быть, кто-то болеет. Может быть, здесь вы поссорились, да, может быть, просто на расстоянии находитесь, да, но что-то здесь, да, вы та женщина, с которой нужно начинать все заново, с чистого листа, да, не оглядываясь назад на былые неудачи, может быть, на былой свой опыт. Вы, вот кто вы для него. Может быть, та, которая вносит некую легкость в его жизнь, та, которая вообще новый этап в его жизни. Вы та женщина, которых раньше он не встречал. Даете стабильность, да, может быть, не все так гладко, но все-таки вы влечете его, вы то, что нужно ему. Интересно. Так, давайте смотреть его мысли о вас. Давайте посмотрим. Покажите его мысли о вас. 4 мечей. Вы знаете, здесь такие мысли у тех, кто сейчас в разлуке, расстался, поссорился.
Ну, есть обида. Может быть, она не острая, но есть. Из-за этого он бездействует. Либо понимает, что вина его. Наговорил много всего, да, бездействовал, повел себя как-то, боль причинив, да, может быть, глупо, не обдумав, но случилось то, что случилось. И вот теперь как и что, да, пока неизвестно. Ну-ка еще мысль. Десятка пентаклей. Его мысли о том, что могла бы быть семья, мог бы быть союз ценный, все было хорошо. Но тут опять же с финансовой стороной. Вот видите, здесь у нас пятерка, да, и нужно двигаться куда-то по поводу финансов, решать неблагополучно что-то, либо ссоры. И здесь тоже, что может быть здесь мысли, что не сможет обеспечить вам тот уровень жизни, который вы от него ждете. Может быть, много всего наобещал, нарассказал, глаза запудрил, да, надул там всего разного, нарассказывал, какой он успешный и перспективный, а по факту, может быть, что-то не получается. Такое тоже может быть его мысли. Мысли о деньгах, как заработать. Хорошие мысли для мужчины. Как заработать, чтобы обеспечить ту женщину, которая нравится, да, чтобы не сидеть, не бездействовать, а показать все ей, шикарность. Да, вот здесь мысли его о заработке, о развитии, о том, что нужно ждать пока. Не может быть, что-то предложить, сделать предложение, назвать своей, сделать, принять решение, сделать какой-то шаг серьезный, да, отбросить все, что было, даже прощения попросить в конце концов, да. Ну вот почему-то здесь больше он озадачен финансами, понимает, что был неправ, если был неправ, если это ваша ситуация. Если вы не ссорились, да, то здесь просто, ну вот, занят работой не до чего. Такое тоже может быть. Давайте посмотрим его чувства к вам. Покажите нам чувства мужчины. Чувства мужчины сейчас. Десятка жезлов. Вы знаете, мужчина настроен решительно, страсть очень сильная у мужчины. Мужчина хочет преодолевать препятствия, хочет все-таки обладать вами, если он не обладает, вернуть вас. Да? Да. Девятка пентаклей. Вот вы понимаете, вы прекрасная, ценная женщина для него. Вот его чувство. Не готов терять вас, однозначно чувствую его. Не готов терять. И хочет развивать дальше отношения. Хочет быть с вами. Вот его чувства сейчас. Это он понял. Это он четко знает. Ну-ка, еще его чувства какие. Король кубков. Ну, он наполнен чувствами, эмоциями. Мужчина здесь эгоистичный, проигрывается. Да, думает он о своих чувствах тоже. Но вас он не забыл, вас он любит. Чувства у него есть. Но вот такой типаж мужчин у них... все-таки они на первом месте. Они чувствительные, эгоистичные, думают больше о себе, о своих эмоциях, да, их нужно любить, да, и за ними нужно ухаживать, вот, это нужно понимать. Ну что, ну, все мы разные, ничего. Да, но чувства, я вам сказала, здесь есть. Рыцарь мечей ревнует, следит, выслеживает, ищет информацию. Может быть, вы здесь общаетесь по переписке, такое возможно. Ревность у него, такая шикарная женщина. Понимаете, вот такая шикарная женщина, да, которая нужна всем, как он считает, все на нее смотрят. Если он смотрит, если его привлекает, как же и другие, да, не могут отвести глаз. А вдруг у нее кто-то есть, появился или с кем-то переписывается, ревность здесь есть, однозначно. Еще чувствую. Ну и колесо фортуны. Он считает, что вы друг другу по судьбе. Понимаете, что ваша встреча не случайна, его чувства. Он понимает, что здесь не случайно. Свыше вы были даны друг другу, и что направляют ваши высшие силы. Может быть, в других выражениях, в других понятиях, но вот так у вас складывается ситуация, да, и ждет, как и что вообще будет развиваться, как дальше крутанет колесо фортуны, рассчитывает на помощь свыше, там, где сам не может быть, справиться. Но внутренний мир здесь его очень важен. Имейте в виду, да, ну, если у вас не такой мужчина, тогда, да, ну, что ему нужно, вот, чтобы ему было комфортно.
Ну, давайте посмотрим, а каких же действий от него ждать. Ой, ну, о любви, каких действий? Мы спрашивали про чувства, чувства, да? Любви. Ждать все действия, направленные на получение этой любви, на обретение любви. Посмотрите, вот этот кубок наполнен вашими чувствами. Прекрасная карта, такая красивая колода, да. Даже выливается из него ваша любовь. Любовь у вас взаимная. Вы его любите, он вас любит. Наполнены вы оба чувствами. Что там произошло? Ну, какие-то сложности, да, были. Ну, значит, должно было быть так. Для чего? Чтобы вы поняли ценность любви, ценность ваших чувств, чтобы поняли, что можете вы друг без друга, не можете, сделали выводы. Но он будет стремиться к обретению вот этой совместной взаимной любви. Восьмерка жезлов. Будет действовать его действия. Его направляют высшие силы. По-другому он не сможет, не получится. Будет встреча, кто ждет. Выйдет на связь. Вы должны будете все прояснить. Вас направляют выше. Все идет так, как должно быть. Да, все будет. Даже не сомневайтесь, его действия будут. Ну, будете, поскандалите, может быть, выясните отношения ты мне, я тебе, да, причины каких-то недомолвок, разногласий, да, он будет пытаться проявить себя, что он прав, он не считает себя, может быть, виноватым, что он все может, он всем справится. У кого здесь сложная, может быть, сейчас жизненная ситуация, вы оказались в сложная финансовая ситуация, мужчина будет показать, что он сможет всем справиться, его действия, решить этот вопрос, если у вас какие-то сейчас проблемы, помочь вам как-то. Да, то есть вот его ближайшие действия, замечательно, просто мощно получается. Паш кубков, он будет показывать, пытаться, по крайней мере, показывать свою любовь к вам. Да, пытаться показывать свои чувства, должен выйти на связь, кто ждет, даст о себе знать, да, потому что поймет, что и вы его не забыли. Умеренность. Будет действовать осторожно. Осторожно, взвешенно, стараться действовать честно, правильно, чтобы, знаете, не наломать дров, может быть, опять. Может быть, не спугнуть, не наделать глупостей, но действовать будет вздумчиво, взвешенно, не быстро, да, но как-то более правильно, что ли. Какие еще действия? Ой, семерка кубков. Очень много будет мечтать, может быть, рассказывать о своих мечтах, планах вам. Строить совместные планы с вами, чувственные планы, да. Мир. Мириться, будет пытаться, знаете как, сократить вот то, что расстояние между вами, да, если это действительно расстояние, либо вы просто отдалились, да, всякие ситуации, у каждого разное, но мужчина будет стараться вот это все наладить, чтобы вы замкнулись как-то в своей вот паре, чтобы кроме вас больше все, что вокруг, все, что происходит, это было неважно. Вот есть вы вместе, ваша любовь, да, ваши планы, все. Об обстоятельствах он будет стараться не думать и не принимать их всерьез, ну, то есть, чтобы это не отражалось никак на ваших отношениях. Слушайте, такой замечательный вообще расклад правосудия. Будет стараться поступить по закону, может быть, брак предложит законный, либо у кого тут любовные треугольники, там, может быть, он разрешит как-то, да, этот вопрос решится на действие, либо, может быть, потребует действий с вашей стороны, если это с вашей стороны третья сторона, чтобы вы здесь принимали решение, да, но будет хотеть все честно, правильно, да. Король Пентаклей, ну, вы знаете, возьмет, скорее всего, более ответственную позицию примет, будет действовать. Тут у нас мужчины какие? Водной стихии, воздушной стихии, земной стихии проигрываются, да, по гороскопу, кто смотрит. Но будет пытаться, будет работать, во-первых, над отношениями, будет просто работать, работу искать, либо выйдет, да, но зарабатывать стабильно будет стабильным сейчас он. То есть, если раньше там были эмоции, зашкаливали, сейчас он будет более стабильный. Почему? Потому что
Ваши отношения у многих здесь кармические, влюбленные здесь карта, да, вы даны друг другу свыше. У кого здесь любовный треугольник, вы знаете, не нужно терзать себя и его, но по-другому не могло быть. Так сложилось, так должно быть. Такая карма, ее нужно пройти, отработать. Да, поэтому, ну, сложно, но по-другому случиться не могло. Вот. Ну и Верховный Жрец. Слушайте, вот здесь просто одни старшие арканы у нас, посмотрите. Вы знаете, у многих он все-таки будет вести себя совсем по-другому. Вот вы встретитесь, да, с мужчиной, если вдруг вы какое-то время не виделись, да, и вы подумаете, боже, а он стал другим. Он повзрослел, он как-то стал серьезнее, что ли. Нет уже вот этих вот, знаете, зашкаливающих эмоций. Здесь, скорее всего, он высказать может, да. Вы там даже можете обсудить что-то, да, что повлекло, как, кто прав, кто не прав. Но дальше все пойдет спокойнее. Каждый поймет позицию другого, и вы поймете вашу ситуацию, что ну, не можете вы друг без друга. Ну, вот так сложилось. Ну, вот такие сложные отношения. Ну, а что лучше? Доказать свою правоту или быть счастливым? Вот здесь стоит задуматься, да? Что вы ищете? Быть правой, доказать что-то кому-то или быть счастье? Да? Ведь если бы он вам был равнодушен и неинтересен, этот мужчина, вы бы не смотрели на него. Скорее всего, так. Поэтому тут тоже тема задуматься. Давайте, знаете, мое любимое, давайте совет, поспросим совет, дайте нам, пожалуйста, совет. Совет, разберитесь со своим внутренним миром, не рассказывайте никому о том, что происходит. Обратите внимание на свои чувства, на свою любовь, вот о чем я вам сказала. Да, любите, если вы любите этого человека, не слушайте никого, двигайтесь к тому огню, который вам светит, к тем чувствам, что есть внутри, к тому теплу. Да, не терзайтесь по поводу любовного треугольника, не вспоминайте былые обиды. Здесь так. Так. Изменить вы сейчас ничего не можете, говорят нам высшие силы. Совет. Не ревнуйте. Если отношения здесь на расстоянии, то продолжайте отношения. Звезда. Идите к осуществлению своей мечты, да, она не близкая пока, да, это еще что-то далекое, но помните всегда о том, что вы звезда, вы прекрасная женщина, вы влечетесь своим сиянием, своим светом, да, влечете, вы что-то пока для мужчины недостижимое, так пусть он достигает, дайте ему шанс, пусть он достигает. Пусть он достигает, а вы будете выбирать и взвешивать, принять его, не принять, как вы себя будете вести, как не будете себя вести. Но здесь обратите внимание на свои чувства и на то, что для вас в данный момент конкретный гармония, счастье и чего вы хотели бы получить. В каком положении, в каких обстоятельствах вы были бы счастливы. Вот, исходя из этого, принимайте решения, думайте, принимайте мужчину. А я желаю вам огромного счастья, большой любви. Всего вам доброго. До свидания.